Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Знаю, многие мастера испытывают стресс, когда к ним приходит сложная кутикула, стелящаяся. Если вы испытываете такие чувства, ставьте пальчик вверх. Ну а я в видео расскажу и покажу нюансы работы с такой кутикулой, что делать, чтобы ее не поранить, будет очень интересно. Поехали! Ко мне пришла модель, осмотрим ее руки и кутикулу. Видим, что кутикула стелется на ногтевую пластину. Над ней располагается красная область, а значит близко расположены капилляры. Как правило, с такой кутикулой нужно всегда работать аккуратно. И в видео я вам покажу некоторые нюансы и фишки, как правильно обрабатывать такую кожу. Ногти модели с выпуклой продольной аркой, значит, они не нуждаются в сильном объемном выравнивании. Все разные по длине, их обязательно нужно будет опилить таким образом, чтобы они смотрелись симметрично и ровно. Выполним снятие старого покрытия гель-лак, для этого буду использовать твердосплавную фрезу с зеленой насечкой. При стелящейся кутикуле на ногтевую пластину первым этапом нужно хорошо раскрыть карман. Рекомендую для этого использовать апельсиновую палочку. Начиная с одного синуса через центр и на другой синус при поднимающими движениями. Однажды в моей практике был очень интересный случай. У клиентки была похожая кутикула, стелящаяся, но очень грубая. И она в домашних условиях постаралась ее чем-то отодвинуть. Не знаю, чем она уж там отодвигала. В общем, она повредила ростковую зону. И когда она пришла ко мне в следующий раз на прием, я увидела, что ноготь расщепляется. И нам понадобилось несколько месяцев, около полугода для того, чтобы она полностью срастила ногтевую пластину. И впоследствии мы с ней вспоминали всегда эту историю, чтобы она ничего не трогала между процедурами, приходила с такими руками, как есть, а мастер уже сам справится. Пишите в комментариях, были ли у вас такие случаи, очень интересно почитать. Если использовать металлический пушер, иногда бывает такое, что кутикула не отодвигается, сильно налипла. Пушер срывается и ранит клиенту кожу. Также вместо пушера вы можете использовать безопасную фрезу. Это насадка, которая не имеет абразивных частиц и действует по принципу пушера. Эта насадка особо актуальна для мастеров-новичков. Если вы боитесь оставить пропилы ногтевой пластины, это идеальный вариант для вас. Своими гранями она убирает частички кожи с ногтевой пластины и хорошо раскрывает кутикулу, поэтому она работает бережно и не повреждает ноготь. При сухих боковых валиках мне нравится использовать алмазную насадку конус диаметром 0,27 с синей насечкой. Не использую красную, так как она будет не совсем эффективно справляться. В положении форвард обрабатываю левые боковые валики, шлифую боковую пазуху, переключаю направление вращения и обрабатываю правые стороны, сразу на 10 ногтях. Такая насадка моя любимая для обработки боковых валиков, потому что широкой частью можно быстро их зашлифовать, а тонкий носик отлично справляется с боковыми пазухами. Важно при работе с такой насадкой не попадать по ногтевой пластине, чтобы не истончать боковые стенки ногтя. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Для зачистки птеригия использую алмазную насадку пламя диаметром 0,23 с красной насечкой. В положении форвард на скорости 15-17 тысяч оборотов прорабатываю левые стороны на всех 10 ногтях. Переключаю направление вращения, реверс, обрабатываю правые стороны. Если не выполнить этап раскрытия кутикулы при помощи палочки или пушера, то насадка не будет достаточно глубоко проходить под кутикулу и будет пропиливать ногтевую пластину. Поскольку кутикула стелется, нам не всегда видно, что происходит под ней. Обязательно натягиваю большим пальцем кутикулу для того, чтобы видеть обрабатываемую поверхность. Для того, чтобы точно увидеть, что же там под кутикулой, я рекомендую приподнять юбку кутикулы аппаратом, а затем еще чуть глубже прочистить фрезой. Я уверена, что у вас бывали такие случаи, когда выполнили срез кутикулы, а смотрите, все не так еще глубоко, как хотелось, и приходится возвращаться вновь к аппарату. Ставьте пальчик вверх, если была такая ситуация. Таким образом, в положении реверс у нас 3 этапа.
Первый – прочистка, второй – поднятие, создание юбочки и третий – снова прочистка. Сразу оговорюсь, что при такой кутикуле мы не делаем достаточно глубокий маникюр, чтобы не поранить. Если вам страшно, лучше срежьте не полностью кутикулу, оставьте ее тонкую полосочку. Со временем кутикула привыкнет, и вы сможете с каждым разом делать маникюр все глубже и глубже. Но все в рамках разумного, никаких маникюров по локоть. Теперь забавим ногтевую пластину. Обязательно это делаем перед срезом, чтобы впоследствии не поранить ее. Наверняка вы обратили внимание, что я не придавала еще форму ногтям, потому что стелющаяся кутикула широкая, и нужно выполнять опил форм после ее среза. Стелющаяся кутикула у нас бывает как сухая, так и влажная. У моей модели второй вариант, поэтому для того, чтобы ее немного подсушить, чтобы насадка не забивалась, я буду использовать талик. Наношу его в небольшом количестве, втираю в кожу, в кутикулу, остатки убираю щеткой. Для среза буду использовать насадку, скругленный цилиндр диаметром 0,31. Выбрала синюю насечку, потому что кожа у модели сухая. Вот здесь на среднем достаточно большой заусенец, их лучше срезать. Я сейчас прохожу мимо него и начинаю срез. Первым проходом, торцевой частью насадки, я еще сильнее приподнимаю кутикулу, а на втором этапе срезаю, подсекаю, иду по границе между розовой и белой кожей. Теперь приступаем к подравниванию формы. Видим, что средний самый короткий ноготь, поэтому нам придется его немного донарастить. Сравниваю со второй ручкой. Здесь у меня на указательном самое длинное ногтевое ложе. Я не могу уже сделать короче, поэтому ориентируйся по нему. Правильно положить палец на бок, кутикула к кутикуле и сравнить длину. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Задача мастера маникюра – удалить все загрязнения под ногтевой пластиной. Не вижу здесь ничего в этом такого. При помощи ватной палочки аккуратно вычищаем. Обезжириваю ногтевую пластину. Во время снятия видела, что есть отслойки на свободном крае, поэтому нанесу праймер на кончике ногтя. До наращивания буду выполнять при помощи форм для моделирования. Вырезаю насечки под валики, снимаем форму, склеиваем и подставляем. Важно поставить форму таким образом, чтобы не было зазоров между натуральной пластиной и формой. Перед выкладкой геля тонким слоем наношу базовое покрытие. Базу вы можете наносить как до постановки формы, так и после, кому как удобно. Некоторые делают это после постановки формы, для того, чтобы пальцами не касаться базового слоя, чтобы не прилипли волосинки или пыль. Донаращивание выполняю при помощи геля высокой вязкости. Нам нужно совсем немного вытянуть свободный край. Стыкую с натуральным ногтем, выкладываю длину. Сравнила и лишнюю длину вот таким образом чистой кистью убираю. Придаю форму, а выравнивание буду выполнять при помощи базы. Первым этапом делаю влажную подложку, промазываю тонким слоем базой, не просушивая. Ставлю каплю базы на наивысшую точку, протягиваю. База у меня жидкая, как раз таки подходит для такого типа ногтевой пластины. Разравниваю по бокам. При необходимости можете помочь себе тонкой кистью, но база сама и так прекрасно разравнивается. Наша задача посмотреть на архитектуру при виде сбоку. Если все ровно, отправляем на просушку. Небольшой лайфхак, чтобы ваш цвет не растекался, вы можете снять липкий слой с базы. Покрываю двумя слоями цвета и для блеска добавим блесток. Использую блестящий гель-лак. Тонкой кистью набираю небольшое количество и у кутикулы рисую тонкую полосочку. Сразу на 4 ногтях. Сначала рекомендую отступить от кутикулы для того, чтобы жидкий материал не затек на нее. При помощи кисточки для омбре стягиваю материал до середины натурального ногтя.
У вас должен получиться эффект дождика, то есть у кутикулы плотное нанесение материала, а к серединке натурального ногтя практически сведен на нет. И только теперь тонкой кистью прокрашивайте близко к кутикуле, покрывая топом в средний слой для того, чтобы перекрыть блестки. Это еще не все. Для того, чтобы кожа выглядела более глянцевой, чтобы заполировать все заусенчики, чтобы они не появлялись больше вновь, будем использовать силиконово-карбидную насадку и масло. Заполируем кожу, на салфетку наношу масло, втираю в кутикулу. И теперь будем полировать на скорости 5-7 тысяч оборотов в положении форвард. Боковые валики пальчик держим как обычно. А для того, чтобы заполировать кутикулу, отворачиваю ручку клиента от себя и в таком положении совершаю движение на себя. Все заусенчики мелкие запаиваются и не появляются вновь. Эффект от маникюра получается пролонгированным. Ну а руку клиенту я развернула, чтобы не повредить глянец топа. Результат нашей работы. Понравилось преображение? Как выглядит кутикула? Поставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем успехов в работе! Пока-пока!